Сегодня я скажу три вещи, за которые в России меня бы посадили. Первое. Советский Союз начал Вторую мировую войну. На стороне Гитлера. Второе. 27 миллионов погибших советских людей – это не жертвы Гитлера. Это жертвы Сталина. Третье. Восточную Европу советская армия не освободила. Она ее захватила. Это не мое мнение, это документы. Резолюция Европарламента 2019 года. Архивы НКВД, рассекреченные в 90-е. И история моего отца, советского офицера, курсанта Академии Дзержинского. А еще я расскажу вам про советский концлагерь Бухенвальд. Сегодня я расскажу то, что вашим детям не расскажут на разговорах о важном. 9 мая в России – главный праздник. Выше Нового года, выше Пасхи. Парад, танки, песни, шарики, гордость. Только давайте посмотрим, что именно празднуется. Потому что официальная версия очень короткая. Мы победили фашизм. И в этой короткой версии 4 наглых вранья. Я буду называть их недосказанностями из вежливости. Первое о том, с чего началась война. Не 22 июня 41-го, на 2 года раньше. И начали ее мы. Вторая о цене победы. Победа с такими потерями – это равносильно поражению. Третье о том, что было после. Восточная Европа 45 лет жила под советским контролем. Спросите Поляка, что он об этом думает. И четвертое, самое важное, о причинах самой войны. Никто вам в России не скажет реальных причин войны, а я вам расскажу. 23 августа 1939 года. Москва. Кремль. Сталин и Гитлер делят Европу. Подписывают акт Молотова-Риббентропа. К нему секретные протоколы. Польша пополам, Прибалтика Сталину, Финляндия Сталину. Это не союз против общего врага. Это раздел добычи между двумя хищниками. Через 8 дней Гитлер нападет на Польшу. Это начало Второй мировой войны. Через 16 дней после Гитлера на Польшу нападает Советский Союз. 22 сентября 1939 года в Бресте совместный военный парад Вермахта и Красной Армии. Стоят на одной трибуне, машут одной рукой. 1,5 года Советский Союз был союзником нацистской Германии. И эти 1,5 года Россия сегодня предпочла бы стереть из истории. Потому что все эти 1,5 года Советский Союз кормил, поил и вооружал Гитлера. Это не метафора, это документы. С февраля 40-го по июнь 41-го, то есть до самого начала войны, Советский Союз поставил в нацистскую Германию 900 тысяч тонн нефтепродуктов, 1,5 миллиона тонн зерна, 130 тысяч тонн марганца, десятки тысяч тонн меди, никеля, олова, хлопка, древесину, платину, хром. Германия получила из Советского Союза все, что нужно для войны. Двигатели танков работали на советской нефти. Снаряды отливались из советского металла, солдаты вермахта ели советский хлеб. И в это время Гитлер уже захватывал Европу. Польшу, Францию, Норвегию, Голландию, Бельгию. Сталин кормил его каждый месяц, эшелон за эшелоном, по расписанию. А 3 июня 41-го, за 19 дней до нападения Германии, Политбюро утверждает еще одну поставку из особых запасов. 6 тысяч тонн меди, никель, олово, молибден, вольфрам. Это сырье, из которого Германия сделает снаряды. Те самые снаряды, которыми через 19 дней будут убивать советских солдат. И последний штрих. Последний эшелон с советским зерном прошел по мосту через Западный Буг на немецкую территорию за 1 час 15 минут до нападения Германии. 1 час 15 минут. В 4 утра немецкие войска переходят границу, а в 2:45 ночи мост еще работает. Советский Союз везет хлеб тому, кто через 75 минут начнет его убивать. Это и есть та правда, которую в России 20 раз пытались стереть. Пакт – не вынужденная мера. Пакт – это союз. До последнего часа. 27 миллионов советских людей погибло. Около 5 миллионов немецких солдат на Восточном фронте. По разным оценкам, соотношение военных потерь от 2 к 1 до 3 к 1. Если считать вместе с гражданскими, до 5 к 1 в пользу Германии. Как ни считай, это не победа. Победитель не платит вдвое, в 5 больше проигравшего. Это бойня, выигранная количеством. Почему?
Не потому, что немцы были сверхлюдьми, и не потому, что русские были плохими солдатами, а потому что между Сталиным и его собственной армией стояла система, которая видела в солдатах расходный материал. Сталин расстрелял половину своих офицеров в 1937-м. Командовать стало некому. 1,5 года Советский Союз кормил Германию хлебом и нефтью и не подготовился к войне. Когда война началась, за полгода в немецкий плен попало 3 миллиона 300 тысяч советских солдат. Самое крупное окружение в истории – Киевский котел. 660 тысяч человек одновременно. Русские не сдаются. Это лозунг для парада и дешевых фильмов. Реальность 41-го – 3 миллиона пленных и брошенная техника на дорогах от Бреста до Москвы. Германия предлагала обмен военнопленными. Сталин отказался. А приказом Ставки номер 270 от 16 августа 1941 года сдавшиеся в плен советские солдаты были официально объявлены дезертирами и предателями. Их семьи подлежали аресту. Документ подписан Сталиным, Молотовым, Жуковым, еще 4 руководителями страны. 2 миллиона человек остались в немецком плену умирать. А кто выжил и вернулся, попал в советские лагеря. Потому что как же ты остался жив, если был в плену? Это не победители, это жертвы. Жертвы войны, да, но прежде всего жертвы собственного государства. 9 мая в России парад, а должна быть скорбь. Слово «освобождение» – это самая большая ложь о Второй мировой. Советская армия дошла до Берлина. Это великий момент. А дальше начинается то, о чем не говорят. Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Восточная Германия. 45 лет под советским контролем. 45 лет, когда венгры в 1956-м попытались выйти, советские танки вошли в Будапешт. Когда чехи в 1968-м попытались, танки вошли в Прагу. Когда поляки в 80-м создали солидарность, в Польше было введено военное положение. Это братские народы? Это освобождение от фашизма? Спросите поляка, спросите чеха, спросите литовца, эстонца, латыша. Мой отец был курсантом Академии Дзержинского в Москве. Участвовал в парадах на Красной площади. В рамках стажировки его отправляют в Вильнюс, столицу Литовской ССР. Стоит мой отец в Вильнюсе с группой офицеров на автобусной остановке. Подходит автобус. Они идут к двери. Обычные пассажиры, как все. Водитель видит советских военных в форме и захлапывает перед ними дверь. И уезжает. Я просто помню этот факт с детства. Врезался в память. В 91-м, когда СССР рассыпался, Литва, Латвия, Эстония вышли первыми. С того дня ни одна из этих стран не вернулась бы в состав России добровольно. Никогда. Советская армия не освободила Восточную Европу. Она ее захватила и 45 лет держала. В России на 9 мая говорят о подвиге, о величии оружия, о жертвах. И никогда о причинах войны. А причины известны. Их называют в любом университете, от Берлина до Бостона, только не в Москве. Первая причина – безграничная власть одного человека. Гитлер, Сталин, Муссолини. Везде, где один человек получил всю власть и не подчинялся никому, заканчивалась войной. Вторая причина – человеконенавистнические идеологии. У нацистов расовая, у советских классовая. И там делили людей на своих и чужих, по природе. И там это закончилось одинаково. Газовые камеры и Колыма. Третья причина – концлагеря. Дахау открылся в 1933-м, ГУЛАГ в 20-е. Сталин начал убивать своих на 10 лет раньше, чем Гитлер. Я расскажу вам про советский концлагерь Бухенвальд. Да-да, я не ошибся. После 45-го у знаменитого немецкого концлагеря сменился хозяин. Тот же самый Бухенвальд, который освободили союзники в апреле 45-го, с августа того же года стал советским спецлагерем номер 2. Те же бараки, те же ворота, те же стены. И сидели там теперь немцы. В таких же условиях, в каких до этого сидели жертвы нацистов. Через лагерь прошло 28 тысяч человек. 7 тысяч погибли. От голода, от болезней, от холода в мерзлых бараках в зиму 46-го, когда советская администрация сократила им паёк до самого низкого уровня. Часть – расстрелы, часть – депортация в ГУЛАГ, где тоже погибли. Многие об этом не знают. Я сам не знал, пока не побывал там.
Я был в Дахау, я был в Освенциме и в Бухенвальде. И Бухенвальд для меня стал культурным шоком. В музее две экспозиции. Первая про нацистский Бухенвальд, 37-45, узники, печи, ужас. Это все знают. Вторая про советский. О ней почти никто. Когда стоишь там и смотришь на эти две экспозиции рядом, все становится на свои места. Разница между нацизмом и советским коммунизмом была не в природе, а только в том, кого они выбирали в жертву. Четвертая причина – подавление СМИ, единая партия, культ вождя. Эти четыре причины Второй мировой, простые, известные, документированные. В Москве о них не говорят, потому что если назвать причины, окажется, что все они снова присутствуют в стране, которая празднует победу. 24 февраля 2022 Россия вторгается в Украину. И вот что важно, потому что ровно об этом я и говорил все эти 10 минут. Россия 22 года повторила ровно то, что Советский Союз сделал в 1939-м, только без Гитлера. Гитлера на этот раз нет. Россия сама в роли Германии. Безграничная власть одного человека есть. Идеология русского мира, деление народов на свои братские есть. Подавление СМИ есть. Культ вождя есть. Захватническая война против соседа есть. Все четыре причины Второй мировой присутствуют сегодня в стране, которая 9 мая будет праздновать победу над фашизмом. Это и есть месть истории. Россия так и не разобралась с тем, кем она была в 1939-м. Не покаялась. Не назвала вещи своими именами. Не убрала Сталина из пантеона. И поэтому повторила. Только в 1939-м у Сталина был хотя бы Гитлер, союзник, на которого можно было списать грязную часть. В 1922-м у Путина никого нет. Россия сама в роли агрессора, без алиби. Гитлер в 1941-м спас репутацию Советского Союза, превратил агрессора в жертву. Этот трюк больше не повторится. 9 мая должно было стать днем скорби обо всех, кто погиб в этой войне. 27 миллионов советских людей, 6 миллионов евреев, расстрелянных, удушенных в газовых камерах. Это отдельная категория, потому что их убивали не за то, что они воевали, а просто за то, что они евреи. 30 миллионов остальных, поляки 6 миллионов, китайцы 15 миллионов, югославы, греки, голландцы, французы, англичане, литовцы, латыши, эстонцы, потерявшие до четверти населения, каждый. Украинцы отдельно, потому что их погибло около 8 миллионов, и эта цифра до сих пор вписана в советские 27, как общие, а она своя. 9 мая должно стать днем скорби по убитым немцам. 6 миллионов немцев погибло в этой войне. Их никто никогда не жалел. О них не принято говорить, их смерть была справедливой, потому что Германия начала войну, потому что немцы строили газовые камеры, потому что они палачи. И это правда. Про тех, кто строил газовые камеры, про тех, кто проектировал окончательное решение. Те получили свой суд в Нюрнберге и получили заслуженно. Но среди этих 6 миллионов миллионы людей, которые никогда не были в СС, не строили газовых камер, не проектировали геноцид. И вот за них я говорю. Они были оболванены. Точно так же, как были оболванены японцы, идущие в камикадзе во имя императора. Точно так же, как были оболванены итальянцы, маршировавшие за Муссолини. Точно так, как были оболванены советские граждане, в которых Сталин вызывал классовую ненависть к врагам народа. И они доносили друг на друга, расстреливали соседей, отправляли семьи в Сибирь. Точно так же, как были оболванены руандийцы, которые в 1994 году под радиопропаганду резали соседей мачете. 800 тысяч человек за 100 дней. Не нацисты, не коммунисты, обычные крестьяне, слушавшие радио. Как показала история, одурачить можно любого. И русского, и немца, и руандийца, любого. Нужно только 3 условия. Гордость за свою страну, превращенная в превосходство. Обида за прошлые поражения, превращенная в реванш. Страх перед будущим, превращенный в ненависть к чужому. Это все. Это вся технология. Она везде одна и та же. И эти миллионы немцев, фермеры из Баварии, рабочие из Гамбурга, школьники, отправленные защищать Берлин в последние дни войны, они были такими же жертвами своей пропаганды, как советские мальчишки были жертвами своей, как руандийцы были жертвами своего радио, как сегодня российские мужчины
жертвы своего телевизора. Они тоже могли бы прожить другие жизни. Однажды мне довелось погулять в маленькой немецкой деревне Шваней. Несколько улиц, церковь, дома, ничем не примечательно. И на стене церкви каменная плита. Памятник погибшим этой деревни. Отцам, сыновьям, братьям. На плите две даты, точнее две войны, 1914-18 и 1939-45. Эта маленькая деревня теряла своих дважды за 30 лет. Сначала Первая мировая война, потом Вторая. А над их именами короткая надпись на немецком. Перевожу дословно. Они погибли за вас всех. Не забывайте их. Не за фюрера, не за рейх, не за победу Великой Германии, а за вас всех. И не забывайте. Это вся надпись. 5 из этой маленькой деревни погибли в России в Первую мировую. Между 14 и 17 годом. Через 26 лет в Россию пошли их сыновья и племянники. Минимум 10 человек из Шванея погибли на Восточном фронте во Вторую мировую. Это только те, кому сохранились точные данные. Один из них, Альфред Мюллер, погиб под Киевом 12 августа 41-го. В том самом Киевском котле, о котором я рассказывал 10 минут назад. Стоя у этой плиты, я понял одну вещь. Немцы помнят своих погибших. Не торжественно, не парадами, а тихо на стене церкви, в маленькой деревне, куда никто не приезжает на туристическом автобусе. Может быть, они стесняются скорбеть по своим. Стесняются, потому что весь мир 70 лет повторяет, что они были фашистами и оккупантами. Стесняются, потому что нацизм – это абсолютное зло. И оплакивать тех, которые носили эту форму, кажется почти неприличным. Поэтому они не говорят громко, не устраивают парадов, не выводят людей с портретами бессмертного полка, а делают одно – вешают на стену маленькой сельской деревни каменную плиту с короткой надписью: «Они погибли за вас всех, не забывайте их». Это все, что они могут себе позволить, но это и есть правильная скорбь, тихая, без оправданий, без героизации, без великой нации, просто погибли. Просто не забывайте. А теперь остановитесь на секунду. Каменная плита, список фамилий, маленькая деревня. Все ушли и не вернулись. Это вам ничего не напоминает? В каждой маленькой российской деревне стоит точно такой же обелиск. Только звезда сверху вместо креста. И буквы кириллицей. 1941, 45, Сидоровы, Петровы, Ивановы. Отцы, сыновья, братья. Целые семьи на одной плите. А рядом может быть еще одна табличка: Афганистан, 79-й, 89-й, еще несколько имен, уже из других семей. А еще рядом самое свежее. Камень новый, 22-й год, 23-й, 24-й. И продолжают добавлять. Те же фамилии, те же деревни, те же матери, которые ждали и не дождались. Только теперь не защитники Родины, а участники специальной военной операции в Украине. В Шванее две даты на плите: 914-18, 39-45. И все. С 45-го года Германия больше не воевала. Это и есть результат осмысления собственного прошлого. Когда страна понимает, почему ее мужчины погибли, она перестает их посылать на новые войны. А в России плиты продолжают расти. Потому что страна так и не задала себе вопрос, почему. Это и есть та война, которую Россия празднует 9 мая. И одновременно ведет прямо сейчас. Не фашисты и не герои-освободители, а деревня. С обеих сторон, с плитой, с именами. Только в Шванее эта плита закрыта, а в российской деревне еще есть место. И это страшнее всего. Эти миллионы немцев, лежащих под плитами таких маленьких деревень, они могли бы строить дома, лечить больных, учить детей, открывать новые звезды и сочинять симфонии. Германия 20-х годов была одной из самых образованных и культурных стран мира, и все это было направлено на войну. И они погибли. 6 миллионов. Это и есть цена тоталитаризма. Для всех. Не только для тех, кого она атакует, но и для тех, кого она использует как инструмент. 70 миллионов человек суммарно, погибших в войне, развязанные двумя людьми, Сталиным и Гитлером. И эти двое не были богами, они были обыкновенными политиками, которым позволили иметь слишком много власти. Я сын советского офицера, я вырос на песнях о войне, но я также знаю историю про водителя автобуса в Вильнюсе и про эшелон с зерном в Тирасполь за час 15 минут до нападения.
и про 2 экспозиции в Бухенвальде, и про 140 имен на стене церкви в Шванее. И я считаю, нельзя любить страну и одновременно врать о ее прошлом. Нельзя помнить деда-фронтовика и одновременно молчать о Катыни. Нельзя праздновать победу над фашизмом и одновременно повторять ровно то, что фашисты делали, а Россия 22 года это все одновременно делает. Поэтому 9 мая для меня это не день торжества. Это день вопросов, самых тяжелых вопросов, которые страна должна была задать себе и не задала.